Привет, друзья, с вами Никита и Алина. Алина за кадром у нас, и мы вас рады видеть на своем канале. У нас с вами уже подходит 9-й месяц ремонта. Очень многое у нас осталось за кадром, потому что уже все ближе и ближе у нас момент переезда, и многие моменты, к сожалению, мы не успеваем заснимать. Но вот такой вот небольшой промежуточный ролик хотели сделать, показать, что у нас уже сделано на этапе 9-месячного ремонта, и поделиться с вами своими впечатлениями. Сейчас мы с вами находимся в маленькой комнате. Помните, раньше были тут красные обои интересного. Здесь у нас уже сделан наконец-таки натяжной потолок. Комната совершенно по-другому смотрится. Потолок у нас не особо высокий, я до него дотягиваюсь на носочках. Положен ламинат. Ламинат мы с супругой клали сами везде, где он лежит. То есть это 2 комнаты и 2 балкона. Все было уложено своими силами. Перед укладкой ламината мы заливали наливной пол Болларс финишный. Ранее мы, в принципе, такой же процедурой занимались на балконах. В этой комнате мы делали первым его. У нас здесь получилось практически идеально. Есть небольшие бугорки, но в принципе ламинат лежит отлично. Не шатается, не прогинается нигде. Все супер. В другой комнате я покажу отдельно. Там чуть хуже ситуация. По балкону какие у нас здесь изменения? Он зашпатлеван, беленький стоит. Надо будет прогрунтовать его. И будем заклеивать. Хотелось бы сразу сказать, во всей квартире мы будем клеить обои под покраску, потому что нам кажется, это самый, не то что выгодный, а самый лучший вариант для нас, потому что можно будет сделать в тот цвет, который хочется себе. На балконе у нас лежит также такой же ламинат. Ламинат мы использовали Корностар Дуб Марвел. Оставлю ссылочку на него. Офигенный ламинат, 32 класс, 8 мм. Нам он очень понравился с первого взгляда, как мы его увидели еще в октябре. Ламинат светленький, с фасочкой, выглядит просто замечательно. Широкая доска, не узкая, замечательно. Уже мы поставили подоконники. Подоконники тоже сами ставили, все обрезали, подрезали. Получилось замечательно. Окно уже более-менее закончено выглядит. На потолке у нас здесь тоже натяжной потолок. Если можете заметить, освещения здесь еще нету и не предвидится с потолка. Освещение решили на балконах будем делать вот на откосе трековый светильник. В принципе, особо много света здесь не надо. Здесь будет рабочая зона со столом потом. На столе будет отдельно стоять лампа, которая будет давать свой источник света. А так, в принципе, днем здесь и не требуется освещение. Вот он, кстати, провод выведен. Ну, кто смотрит давно мои ролики, знает то, что, в принципе, что здесь сделано по электрике. Батарейки висят. Я уже не помню, рассказывал, не рассказывал, вот повесили. Royal Thermo, модель Piano Forte. Ну, в принципе, больше здесь ничего по этой комнате не интересного нету, кроме одного момента. Уже была приобретена по акции стиральная машинка на 60 сантиметров Midea. Модель S400. Кажется, да. И перемещаясь в коридор, у нас здесь самые крупные изменения мы можем увидеть. В коридоре на кухне у нас положена плитка. Сразу скажу, плитку мы сами не клали, потому что, честно говоря, времени на это и сил уже нету. Отдали на аутсорсинг плиточнику. Сделали быстро, но недостаточно качественно, как нам кажется. Плитка из коридора одним контуром уложена. Что, косячки есть? Ну ничего страшного. Кстати, самое главное, что нам нравится, и у нас это, слава богу, получилось, из-за того, что плитка укладывалась первая, мы установили вот такой вот порожек. Получается, он снизу заходит под плитку. И его практически не чувствуется. Как раз таки уровень пола наливного мы делали так, чтобы ламинатом аккуратненько подойти под этот порожек. Получилось замечательно. Это, считай, сплошным контуром сделано. Это просто супер. Перемещаемся в спальню. Здесь у нас чуть больше изменений уже, если можете заметить. Сзади стоит самый верный друг любого современного жилища. Кондиционер. Кондиционер у нас Баллу, 9, линейка Лагуна.
Вот, отличный кондиционер, но в принципе, вот мы уже за время эксплуатации неделю, или сколько, полторы, уже заметили, конечно, вот одного кондиционера девяточки на 60 метров квадратных маловато. Но либо он у нас неудачно стоит в комнате, поэтому холод, в принципе, так быстро не расходится по всей квартире, но если его оставить на ночь, то, в принципе, заметна разница температуры, и все-таки все равно во всей квартире становится попрохладнее. Но вот сейчас в комнате стоит просто отлично, хотя вокруг везде где-то градусов 29. Наконец-таки мы облагородили окошко, сделали откосы. Откосы решили делать из сэндвича. В Леруа купили сэндвич. Да вообще, в принципе, у нас весь ремонт, можно сказать, это Леруа Мерлен практически. Ну, либо то, что есть в Леруа, но мы покупали в других магазинах просто потому, что оно там дешевле, чем в Леруа. Ну да, что-то нравится в Леруа, выбираем и ищем в других магазинах, может быть, где-то есть дешевле. Из обычного сэндвича сделали стартовые профили. Вот единственное, в Леруа хочу заметить, один большой минус есть по отделке окон. У них нету углового профиля для вот таких вот моментов. У них есть просто обычный стартовый профиль. Вот если бы они бы расширили ассортимент бы вот этих профилей, было бы, конечно, получше. Теперь окно, в принципе, у нас более-менее целостно выглядит. Единственное, что осталось, нам немножко подойти шпатлевкой здесь. И после наклейки обоев будем устанавливать наличники. Что хотелось сказать по ламинату в этой комнате. В этой комнате мы в тот же день делали после той соседней. Уже было время часов 10-11. Дико спешили, устали, это была пятница, после работы все. Зря послушали нашего лучшего друга и решили это делать в ночь. В итоге здесь косяков намного больше в этой комнате. По заливке полов именно. Да, по заливке полов именно сделали это вот зря. Надо было на следующий день делать отдохнувшими и в светлое время суток это все делать. У нас здесь получились где-то ямы, где-то бугорки небольшие. В принципе, общая поверхность пола у нас выровнялась, но все равно есть в некоторых местах у нас ямки, и вот замки немного играют. Если здесь вот, конечно, видно будет на камере, вот здесь вот в этих местах вот немного играет. Немного играет, но здесь, в принципе, кровать будет стоять, поэтому особой такой супер нагрузки на замки не будет. Она как встанет, так и будет стоять. У нас самая большая проблема была с этим углом. Я, наверное, вставочку сделаю, видео, что мы тут творили, как мы здесь убирали это все. Ну, прямо вот сейчас. Оп, вставочка, смотрим. Край плитки выше уровня пола на 22 миллиметра. Для того, чтобы нам хорошо и красиво застыковать ламинат под порожек, нам надо налить пол. Налить примерно сантиметр надо было. Все бы ничего. Вообще, все было бы прекрасно. В принципе, везде пол ниже, кроме одного угла. Вот этого прекрасного угла. Строители, когда делали дом, так прекрасно сделали стяжку в этой комнате, что вот этот уровень пола был на 2 сантиметра выше, чем все остальное. И получается, здесь угол выходил в уровень с плиткой. Получается, налить бы адекватно наливной пол мы не смогли. Вчера мы очень много ломали голову, как нам это сделать. Дошли до того, что хотели вот часть угла этого выдалбливать и делать новую стяжку. Слава богу, мы это делать не стали и прибегли к очень пыльному, но менее по силам затратному способу. Это все вот болгарочкой, вот с такой черепашкой, аккуратно все вот сняли. Как можете видеть, здесь вот уже даже керамзит показался. В принципе, сделали чуть-чуть ниже уровня, чтобы наливной пол залился, и все было у нас прекрасно. Будь здоров! Как вы видите, все стены у нас в пыли, будем это все выпылесашивать, грунтовать. Сейчас чуть позже сделаю вставочку того, как вот эти вот все пыльные работы у нас проходили. Еще бы.
Короче, с этим углом тоже справились, слава богу. Тут все напылили, запылили. Из носа я потом очень много штукатурки вытащил. Тоже натяжной потолок. Здесь багеты у нас есть. Не стали делать Г-образно, вот так заходить под потолок. Вот обычная навесная. Вот. Все вот эти закрывают, крепление в принципе аккуратно выглядит. Нам большего и не надо с супругой. Что, ну здесь также аккуратно мы вывели все под уровень. Немножко есть небольшая щель, но она не критична. А так вообще классно. Дальше перемещаемся. Все-таки хочется показать, что у нас происходит с туалетом с ванной. Одна из самых таких трудозатратных мест и дорогих. Сейчас тут у нас небольшой беспорядочек происходит. Но кто делал ремонт, тот поймет. Хотя все делали ремонт, наверное, сами. Ну, в большинстве случаев. По туалету у нас выложена плитка. Плитка тоже в Леруа. Кстати, на все плитки, кому нравится, не нравится, как выглядит, я, в принципе, выложу ссылочки в описании под видео. Особо не загонялись. Плитка везде одна. С вот такой окантовкой алюминиевого профиля матового. Сделали специально на высоту 60. А дальше уже будем клеить обои под покраску, ну либо сделаем сами фактурную штукатурку, венецианскую там. Хотя жена мне показывает тут неприличные жесты за кадром и говорит то, что будем клеить обои. Установили лючок уже сантехнический, в принципе, для одного краника доступа белый такой. Конечно, он контрастирует на плитке под деревом, но ничего страшного. Но здесь особо ничего не изменилось после видео. Самые большие изменения, наверное, максимально подготовленная комната у нас, слава богу, это ванная. Да, кто не смотрел, как мы делаем экран под ванну, посмотрите видео, что было изначально тут и что вот получилось у нас. Получилось просто классно. Заходишь, плиточка так раз на экран набегает и дальше продолжается на стене. Выглядит замечательно. Мы немного были недовольны, то, что плиточник сделал с пластиковыми уголками в углу. Поначалу, когда плитка была не до конца доложена, эти уголки казались огромными. Но сейчас вот уже присмотрелись, в принципе, и не так страшно. Смеситель у нас тоже купленный в Леруа. Как он? Sensei Remix, или как он там называется. Белый. Я замучился, пару дней потратил для того, чтобы максимально вот эти заглушки декоративные приблизить к плитке, чтобы щели не было. Кстати, в том же Леруа нашел переходник 1/2 на 1/2, который подошел. Очень классная лейка. Это у нас Xiaomi Dabay или Diabay, как он правильно называется, ссылочку тоже отправлю. Оставлю в описании. В этом видео, наверное, будет много описаний, разных ссылок, потому что очень много чего поменялось в квартире. Ну, давайте покажу, как работает. Это прям супер. Такие нежные струйки, маленькие. У этой лейки есть несколько режимов, я, правда, в них еще не разобрался, потому что они на китайском и иероглифах. Ну, тут, короче, установлен фильтр, смягчающий воду, есть функция типа с фильтром, без фильтра и еще какой-то режим, не знаю. И также замечательное вот зеркальце, которое позволит при умывании смотреть на себя. Да, конечно, есть минус небольшой, все-таки вот она пачкается, ну, не столь критично. Ну, просто мы еще не убирали здесь по факту. Также натяжной потолок. Очень долго мы не могли найти то, что нам понравится по свету. По свету мы нашли в Хофе. В Леруа, к сожалению, только под заказ такие позиции, вживую не посмотреть. Это у нас, получается, светильники фирмы Citilux. Модель Basic называется. Они у нас идут от таких маленьких там на 10-12 ватт, кажется, и до больших, до 56 ватт или 58 ваттных светильников, которые есть в круглом форм-факторе и в квадратном форм-факторе. Этот у нас на 24 ватта. У него есть возможность изменения цветовой температуры.
Это на 25%, 50% и 100% включения. Регулируется с выключателя просто временем нажатия. Там 2 секунды и переключается режим. И также смена цветовой температуры идет от... Сейчас у нас нейтральный, есть холодный и есть теплый цвет. Вытяжка у нас уже куплена, просто еще не успеваем поставить ее. Здесь, кстати, в будущих видео обязательно сделаю, засниму. Очень интересно, у нас будет установка самодельной столешницы под стиральную машину. Будем варить сваркой. Но здесь не будем, подготовим все, будем варить, обрабатывать столешницу воском, лаком, чтобы все классно выглядело. Дерево приобрело интересный цвет, и под него, под столешницу, аккуратно влезла стиральная машинка, потому что места, в принципе, не очень много. Кстати, я не знаю, столешницу видели, не видели, сейчас покажем. Столешница у нас вот припаркована аккуратно. Это мебельный щит толщиной 28 мм, конечно же, также купленный в Leroy Merlin, сосна. Она, в принципе, уже гладенькая. Знаешь, мне кажется, Leroy Merlin пора платить нам за рекламу. Все равно. Но, кстати, хочу сказать, в Leroy программа по сервисной карте, когда в течение года можно любой товар вернуть. Блин, это просто здоровская программа. Даже в некоторых моментах я готов переплачивать в Leroy именно потому, что туда всегда без проблем можно сдать остатки, и никаких вопросов никогда не возникает. В течение года, да это же, блин, можно целый ремонт с самого начала копить, всякие остатки, неиспользованные, конечно же, запечатанные. Хотя я, кстати, один раз даже без упаковки сдавал, и у меня приняли. Это огромный плюс по сравнению с любыми другими магазинами. Несомненное преимущество у Leroy в этом есть. Поэтому не бойтесь переплатить пару рублей, потому что, возможно, вам придется потом что-то сдавать. Вот, это про столешницу, из нее будем резать, делать. Подписывайтесь на канал, будет интересно. Нам самим вообще будет интересно, что у нас получится. Также вот сделали у нас выводы витых пар. Вот так. Они будут сразу в шкаф опускаться. Это серый, это у нас разводка по ТВ-зонам. И белый это у нас завод самого интернета в квартиру. Я не стал это все в штробы опускать, потому что, не захотелось. Просто чисто не захотелось. Больше никак это не описать. Так, ванну показали, все показали. И теперь у нас плавно по плиточке перемещаемся на кухню. Что по кухне? У нас тут уже идут подготовительные работы малярные. Грунтуем стены перед поклейкой обоев. Здесь у нас плитка такая же серая. Ссылочка в описании на нее. Батарея снята, потому что будет клеиться обои. Эта зона у нас фартук. Замечательный фартук наш. Потрачено на него 3 дня. Это в общем 3 дня делали, а так по факту, сколько, не знаю. Часов 10-12, может быть, мы с женой потратили на его выкладку самостоятельно. Сейчас фотографию прикреплю, как мы тут клали его. Это было замечательно. Все супер получилось по размерам. Кстати, сейчас сделаю вставку нарисованную такую, как у нас кухня будет выглядеть. После замеров кухни у нас обрисовалась зона, которая у нас будет с фартуком, и уже по этим размерам мы сделали фартук. Фартук у нас, конечно же, немножко там, каких-то там на 5 сантиметров, может, где чуть больше, где чуть меньше, заходит под ящики. Решили покрасить за кухней те места, которые будут скрыты ящиками, в цвет обоев. Просто чисто для того, чтобы нам самим было спокойнее и приятнее, зная, что там покрашено все чистенько, аккуратненько и не будет пылить. В этом углу у нас будет скоро висеть газовая колонка, поэтому здесь вот мы максимально несколько слоев прошли, покрасили, потому что ящик не будет закрывать стенку, здесь будет непосредственно газовая колонка висеть. Также сделал вот ревизию. Она сейчас приклеена, скотчем не открою. Очень долго голову ломал, как ее подешевле сделать. Раньше тут стояла такая старая дверца металлическая, мы ее выкинули. И, кстати, в продаже такие сейчас что-то не продаются. Сделал из вот металлической трубы вот этой заглушки. Вот, фартук у нас получился замечательный, самим очень нравится. Белый, плитка тоже с Leroy, ссылку в описании оставлю. Потолок натяжной. У нас будет здесь несколько источников освещения по кухне.
Надеюсь, их хватит. Здесь будет также висеть большая люстра светодиодная Citilux. Я не знаю, насколько, может на 48 Вт возьмем или на 56. И также прикрепили трековый светильник. Он будет здесь над столом висеть у нас. Ну, трек, он, в принципе, в любую сторону направляется, поэтому в любой момент можно подсветить. И под столешницей будет сделана светодиодная подсветка. Ой, не под столешницей, а под ящиками будет сделана светодиодная подсветка для подсветки рабочей зоны. Кстати, кухня будет у нас устанавливаться под плитку, под фартук. То есть мы, надеюсь, избавим себя от вот этих вот плинтусов на кухонной столешнице. Это у меня замечательная лепнина. Может быть, вы обратили внимание. Вот это вот некрасивые вещи сделаны чисто для того, чтобы розетки встали. Им было куда упираться уголками. Потому что, слава богу, нам повезло так, что высота розеток, подрозетников расположена так, что нам не пришлось пилить плитку, как вы видите. Она вот у нас как раз таки в области второго ряда плитки находится. Поэтому мы обошлись только тем, что вот маленькие кусочки повклеивали сюда. Ну и здесь, в фартуке. Ну, остается балкон. Здесь, в принципе, то же самое все, что и на том. Также лежит ламинат, такой же, как и во всех комнатах. Мы в этом плане не привередливы, поэтому у нас практически везде одна плитка одинаковая лежит. Туалет, ванна — это одна плитка, коридор, кухня — это одна плитка. И ламинат у нас везде по всей квартире один. Здесь уже тоже сейчас прогрунтовали все, и будем, надеюсь, в скором времени, в ближайшие дни начнем клеить обои и красить их. Что хотела сказать. Ламинат мы рассчитали. Ламинат мы очень здорово рассчитали. У нас практически осталась всего лишь одна ламель. И то мы ее отрезали с нее кусочек, поэтому, можно сказать, в ноль вышли. Очень переживали, что придется еще одну пачку покупать. Не хотелось переплачивать там сколько, 1500 или 1000. Ну, по 2000, наверное, пачка ламината. У нас кухня уже, в принципе, в пределах 3 недель будет установлена. У нас очень остро стоит вопрос по отделке чистовыми материалами кухни. И, в принципе, да, можно сказать, и коридора, и балкона. Мы решили с супругой так, что, так как у нас это зонами все выделено, то есть одна плитка, значит, и стены будут, в принципе, в один цвет, поэтому, скорее всего, кухня, балкон кухонный и коридор будет в один цвет выкрашены. У нас будет сдержанная квартира. Решили все делать обоями под покраску, потому что изначально думали делать обычными обоями. Походили, посмотрели обычные обои, нам, в принципе, ничего не понравилось ни по текстуре, ни по цвету, ни почему. Не нашли для себя вариантов готовых. Потом подумали, что просто сделаем покраску стен, потому что здесь у нас в большинстве случаев стены хорошие, потому что на кухне нам полностью переделывали штукатурку. Но столкнулись с таким моментом, что на балконе из-за того, что гипсокартон в некоторых местах трескается. Мы проклеили дополнительно сетку, и, к сожалению, после еще одного слоя шпатлевки нифига это нам не помогло, она начала дальше трескаться. Поэтому было решено не мучить себя, не мучить, так сказать, людей рабочих, хотя, я думаю, им все равно. Мы ошиблись, надо было все-таки стеклохол склеить, я думаю, тогда бы держало. Но уже что-то неохота заморачиваться с этим, поэтому решили просто поклеим обои. Обои будут хорошо держать от трещин, всего будем делать под покраску. Итак, друзья, спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Пишите свои комментарии, вообще нравятся вам такие крупные изменения, потому что давно ролики не выходили с какими-то там работами определенными. Ну, мы торопимся, хочется быстрее, и поэтому... Плюс еще скоро отпуск, да, который поможет нам, возможно, переехать сюда за это время. Вот, мы многие работы, к сожалению, опускаем. Просто нет времени снимать. Кто делал ремонт и снимал видео, понимаете, то, что ремонт, наверное, не знаю, в 2 раза, может быть, нет, но в 1,5 растягивается. И все, до новых встреч, пока-пока. Будем уже скоро показывать вам новую кухню.